Мы сегодня приехали в новое место. В общем, все, наверное, знают, что в Стамбуле есть Принцевые острова. Очень туристическое место, очень красивые. Но есть один остров, он называется Узгурлук Адасы, остров Свободы. То есть здесь не живут люди, здесь, в общем, такая туристическая зона. Здесь музей, здесь большой отель. В общем-то, располагается сюда. По выходным приезжает один вапур, то есть паром, привозит людей, которые покупают заранее эти туры. То есть просто так сюда не приедешь. Вот. И приятель моего супруга работает здесь управляющим в отеле, он нас пригласил. И вот мы сейчас делаем такую проходку по острову. Потом будет у нас ланч. И я обязательно покажу, что здесь есть. Поэтому, если приедете в Стамбул, запросто можете посетить этот остров. До этого здесь располагалась тюрьма политзаключенных. В общем, такое было своеобразное место. Сейчас очень даже приятное. Так что оставайтесь со мной. Остров Яссы-Ада упоминается еще со времен Византии. Сначала как тихая монашеская обитель, позже как место ссылок и изоляции. Но в турецкой истории он стал известен событиями 1960 года. Именно здесь проходил громкий судебный процесс над членами правительства Аднана Мендереса. Суд завершился смертными приговорами, и это стало одной из самых драматичных страниц в истории Турецкой Республики в 20 веке. Сегодня остров выглядит иначе. Вместо мрачных помещений – музейные залы, где можно увидеть реконструкцию суда и документы тех лет. А рядом работает современный отель, wellness-центр, рестораны и просторные террасы с видом на Мраморное море. Сейчас сюда приезжают не по приговору, а чтобы узнать историю и просто спокойно провести время у моря. А здесь находится тюрьма византийских времен. Вот такие маленькие камеры. Остров Яссы-Ада, конечно, очень красивый. Ухоженный, зеленый, окружает море лазурного цвета. Очень интересные архитектурные скульптуры по всему острову, связанные с тематикой демократии и свободы. Ну и отель Бирун, 5-звездочный отель, большой, классический, в сдержанном стиле. Также мы посмотрели один из номеров. Это номер Сьют. И знаете, очень большой плюс этого отеля, что большинство номеров с видом на море. Ну и время подкрепиться. Ланч. По времени у нас был ланч. И нам он очень понравился. Ресторан в отеле называется Фенер, потому что расположен рядом с маяком. Очень много овощей, фруктов. Горячее, очень вкусное. Но мое сердце покорили десерты. Посмотрите, какое огромное количество разных вкусных турецких десертов. После вкуснейшего обеда мы решили еще раз прогуляться по острову. Это была весна. Теплая погода, солнечная, зелень вокруг. Все в цвету и в ароматах. Совсем не хотелось уезжать, но, надеюсь, мы еще сюда вернемся. Спасибо острову Демократии и Свободы за то, что принял нас так уютно, вкусно и красочно. До новой встречи. Görüşürüz. Доброе утро, друзья. И вот у нас снова небольшое путешествие, и снова мы в машине. Время 7:28, у нас только рассвет, но в этот раз мы машину сейчас покинем, оставим ее в городе, а сами направимся к воде и поплывем на пароме на один маленький остров. Я как-то его уже показывала, по-моему. Называется он Яссы-Ада. И мы туда едем на одну wellness-программу на несколько дней. Организовали мы это через моего мужа, он работает с этим отелем. Вот будем пробовать на себе разные, там, я не знаю, исследования, обследование организма, спорт, диета, 800 килокалорий в сутки всего.
Это очень мало, я буду все время голодная и злая. Но интересно, что из этого выйдет. Мне кажется, никогда в жизни что-то подобное не проходило. Вообще остров небольшой по размеру, очень классный, зеленый, красивый отель, 5-звездочный. Вот, так что покажу. Ну вот мы и вернулись на остров спустя полгода, но уже с определенной целью. А цель наша вся описана в этой папочке. Wellness, Detox и Relax. Все завтраки, обеды и ужины мы проводили в другом ресторане, нежели в первой поездке. Этот ресторан называется Истанбул и находится где-то в 2-3 минутах от отеля. Это что-то вроде сорбента. Такой себе на вкус. Ну, что вы хотели? Мы же худеем. Следующий этап. Карпаччо из томатов. И яйцо одно. Ну ничего, выглядит очень даже красиво. Далее по программе после завтрака мы посетили wellness-центр и программу Birexir. Нас встретили доктора, рассказали, показали о новейших технологиях, об оборудовании, которое будет исследовать наше тело и наше здоровье. Это очень впечатлило, потрясающе. Это был мой первый подобный опыт. И если честно признаться, мой мозг и мой организм очень скептически к этому отнеслись. Я думаю, что дело в привычках и отторжении каких-то ограничений. Но на самом деле это был очень хороший, правильный опыт, после которого я пересмотрела полностью свое отношение к питанию, к спорту и образу жизни. У нас номер с потрясающе красивым видом. Балкон выходит на маяк. Сегодня будем наблюдать закат солнца. Что еще интересного? Номер отличный. Очень удобная кровать, классное постельное белье, хрустящее белое. И сейчас принесли аромалампу, вот такие масла, чтобы мы дышали, релаксировали. Это входит в wellness-программу. Что еще входит? Также принесли вот такую воду. Это pH 9,5. Правильная вода, ее нужно пить. Кофе запрещен. И яблочки нам сегодня на перекус. Мы-то навезли с собой из семечек кофе. Кофе нельзя. В общем, ничего нельзя.
Ну, что делать? Придется жир сбрасывать. Ну, конечно, большой акцент в программе уделялся питанию. Питание было практически вегетарианским, но очень вкусным. Запеченный баклажан гриль с чесночком. Вот это меню. И снова гулять. Идти на закат к морю в теплую погоду. С добрым утром. Время 7:30. У нас сейчас будет занятие на улице, на свежем воздухе. Но я проснулась уже в 6 утра. Наверное, сон был такой качественный, еда легкая весь день. Поэтому спалось очень глубоко и было достаточно 7 часов. Поэтому вид потрясающий, очень хорошо. Рассвет. Доброе утро, мир. Я тебя люблю. Ну что, новая порция. Бентонит. Mehmet Bey'e düşeni verin. Tabii ki. Kaldırın, düşeni kaldırın değil mi? Aynen, bizde sıkıntı yok. На массаж. Вернулась с процедур, а в номере стоит вот такая тарелка с какими-то сплошными соблазнами. Как будто кто-то провоцирует меня, издевается надо мной. И выглядит это не совсем ПП, не совсем wellness. Я не знаю, я уже съела вот эту штуку и вот эту. Это очень вкусно. Но, видимо, это все-таки здоровые завтраки полезные. Такой снэк перед обедом. Спасибо. Очень вкусно. Karpuz, tamaris, samyaz, su, zencefil, limonda rendelenmiş. Bu şekilde 2 şişe edilmiştir. Daha sonra Bir ofisteymiş, bekliyor. Organize edecek yani bu şeyi. Это был заключительный день проекта. Утро, рассвет, шум прибоя. И мы с кучей энергии, вдохновения. И для нас организаторы проекта сделали сюрприз. Нам позволили посетить маяк. Мы зашли внутрь и по винтовой лестнице поднялись на самый верх, где нас ждал чудесный вид с острова на море. Я никогда раньше не была в маяках. Этот современный маяк, но все же посмотрите на этот нереальный вид в лучах утреннего солнышка.
прямое включение с острова Ясыата. У нас сегодня заключительный последний день, 3-й. В 7 утра у нас была консультация с диетологом. Нам сделали новые замеры. Я потеряла 2 килограмма жира, что очень хороший результат. Потом у нас была классная тренировка с видом на рассвет, стретчинг, быстрая ходьба. После нам открыли маяк, и мы забрались на него. Посмотрели весь остров сверху. Никогда не была в маяке внутри. Там такая винтовая лестница внутри красивая. Все, сейчас мы собрались на завтрак заключительный. После у нас несколько еще процедур. Одна на спину, другая, по-моему, на варикозное расширение, то есть на вены, на ногах. Вот, заключительная консультация с врачом уже. Нам полностью отдадут весь репорт, как бы распишет диетолог нам дальнейшие действия, как нам питаться в течение там следующей недели и далее. Вот, всегда с ними на связи, сказали, звоните, пишите. Ну, а дальше через несколько часов после обеда мы отплываем уже домой. Это был потрясающий опыт, мне очень понравилось. И такая легкость в теле, и появилась энергия. Так что это шикарно. Ну и поспешим на завтрак, где нас ждал хрустящий свежий салат с овощами и травяной чай. Ну что, мы обнаружили бар со снеками для голодающих, таких как мы. Это правильное питание, конечно, полезное, healthy food. Но все-таки мы это нашли. Мы сейчас позавтракаем снова, потому что мы очень голодные. Я так рада, так рада, так рада. Это была минутка эпичной романтики, и перейдем к насущному и потрясающий завершающий обед. Наш заключительный обед. Посмотрите, как он выглядит потрясающе. Мы уже 2 курса съели. Здесь шпинат с орешками и тортик. Я думаю, что это какое-то, наверное, тесто простое очень, со сморчками. Очень аромат сильный стоит вокруг. Очень вкусно. Приятного аппетита. Ну что, программа подошла к концу. Я нахожусь у ворот отеля практически. Нам выдали вот такие коробочки в подарок. Ну, не в подарок, это ланчбокс. Боятся, что мы голодные останемся. Вот, я в полном восторге. Очень хорошее настроение. Мне понравились результаты. Конечно, очень много всего корректировать по здоровью. Но есть для этого энергия и хорошее настроение.